Отель Jungle Aquapark пик Альбатросовской сети был построен в 2009 году, территориально на третьей линии от моря, немного в стороне от основной дороги, вдоль которой расположены все отели от Хургады до района Сахаль-Хашиш. Единственным соседом до недавнего времени был еще более старый резорт этой же цепочки «Тысяча и одна ночь» или в арабском варианте «Аль-Флейла Валейла». Позже рядом с этими отелями открылся торговый центр Сенза, какое-то время единственный в Хургаде, и местоположение Джангла и Аль-Флейлы перестало быть на отшибе, так как гости со всей Хургады съезжались за покупками в молл, и транспорт в виде такси и басов непременно проезжал в непосредственной близости. А после открытия в конце 2022 года нового большого аквапарка и корпусов со сьютами Water Valley, все три отеля объединили под общей приставкой Neverland. При этом Jungle и Water Valley стали фактически единым резортом с общей инфраструктурой, а гости Аль-Флейла получили право один раз за время отдыха посетить аквапарк. На Booking до сих пор 3 отдельных отеля. Хотя, заселяясь 30 апреля в Jungle Aquapark, мы чекинились на новом ресепшн с надписью Neverland, и браслеты и памятки о ресторанах, анимационных активити общие. Также нет никаких разграничений по территории. Карта для Джангла и Неверленда едина. Отсюда делаем вывод, что единственное различие – это номерной фонд. Срубили огромное дерево зачем-то. Сын предположил, что его хотят рассадить, но не знаю. Мы бронировали 2 стандартных номера, но заселили нас в 2 Family Room 1210 и 1212. Корпус прямо около детского клуба и максимально близко к старому ресепшн Джангла и к новому ресепшн Неверленда. В каждой комнате по 4 кровати и по 2 спальных зоны, разделенных раздвижными дверьми. Уточним, что это старые джангловские номера. Сантехника в исправном состоянии. Ванны нет, только душевая кабина. Из моющих есть гель для душа, шампунь, кондиционер для волос. В номерах сейф, чайник, бутилированная вода, чай, кофе. Есть фумигаторы от комаров. На балконе сушилка. Очень удобно, что кроме кондиционера работает вентилятор. На букинге мы увидели еще один вариант размещения Deluxe Room. Судя по фото, это нечто среднее между старыми стандартными номерами и новыми, построенными в 2022 году. Но кроме букинга ни у одного из туроператоров об этих делюксах нет никакой информации, поэтому возможность в туре забронировать такой номер отсутствует. Если кто-то знает больше, чем мы о таких бунгало или может даже жил в них, пишите в комментариях. Интересная деталь. Со стороны балконов, кроме номера комнаты, есть изображение животного и подпись на английском языке. Было предположение, что это для малышей, которые цифры еще не знают, а зверушку типа тигр, крокодил, лев, жираф и так далее запомнят. Но гуляя по территории, мы увидели много повторений. Так что либо смысл в другом, либо это просто декорации согласно названию резорта «Джунгли». А так выглядят сьюты в новых корпусах Неверленда. 3-комнатные номера по 120 квадратных метров. В каждом 2 санузла с душевыми кабинами, холл со шкафами, 2 спальни и общий ресепшн. 3 балкона или террасы в зависимости от этажа.
Вся территория отеля бунгального типа, корпуса расположены группами, в каждом дворике бассейны. Система питания в Неверленде, мягко говоря, странная. Нет ни одного основного ресторана, как это обычно бывает в отелях Египта. При этом работает с десяток ресторанов со шведским столом, часть из которых находится в новых зданиях рядом с ресепшн, например, Тадж, Сопрано, Бургерная, а другие 5 или 6 в шатрах рядом с бывшим джангловским ресепшн. Все они открыты для посещения без каких-либо предварительных записей. С завтраком просто. Это примерно один и тот же ассортимент стандартных блюд, то есть просто идете в любой ближний к своему бунгало ресторан и найдете там хлопья, яичницу, омлет, сосиски, бобы, фалафель, много булок и разные выпечки, свежие овощи на салат, жареный картофель, баклажаны и перцы, сырные и колбасные нарезки, фрукты и так далее. Единственный можно выделить среди других — это ресторан Таджин, так как завтрак там до 10:30, то есть на 30 минут дольше, чем в других. А вот что касается обеда и ужина, тут придется побегать. Меню и кухни везде разные, но очень ограниченные. Например, рыба или морепродукты точно где-то будут, но где и в какой из дней неизвестно. То есть, если в семье из 4 человек один захочет мясо, другой что-то рыбное, а третий птицу, то вам, ребята, всем в разные стороны. Еще момент. Десерты вообще не в каждом заведении. Может, это концепция такая, типа ешьте фрукты, не надо вам тортов. Как вариант, можно пройтись по нескольким кафе с одной тарелкой и выбрать что-то на свой вкус. Нас было 6 человек, занимали стол где-то в центре между шатрами в старой части джангла, предварительно пройдя все из них и изучив, что где готовят. При этом шатры не прям друг за другом, а вперемешку еще с кучей баров. Опять же, спорт перед ужином. Но вот в новой части отеля это еще менее удобно, так как рестораны там на 3 этажах, одна лестница и один лифт. Ребенка одного и не отпустишь, да и сам не находишься. Так, на один ужин могут быть курица, индейка, утка, говядина, баранина, суши, рыба, морепродукты, но все это будет в различных локациях и совсем не рядом. И вишенка на торте – это карта Неверленда, которую выдают вместе с информационным листом при заселении, где под цифрой 1 несколько трехэтажных зданий с кучей инфраструктуры, разобраться в которой карта никак не поможет, пока лично не пройдешь все вдоль и поперек и не составишь собственную карту. Например, ресторан Сопрано вообще на карте не отмечен, а там на минуточку проходят кроме завтрака, обеда и ужина еще и ранний завтрак с 2 ночи до 5 утра и поздний ужин с 22 вечера до полуночи. Также на карте нет упоминаний о ресторане Тадж на 3-м этаже с панорамным видом на весь аквапарк. Еще одно интересное место, никак на карте не обозначенное, Kids Cinema. На 3-м этаже, все в тех же новых зданиях номер 1 рядом с рестораном Тадж. Здесь с 15 дня до 21 вечера включают мультфильмы на большом экране и готовят сладкую вату, пончики и попкорн. Рядом с новыми горками никаких кафе, кроме пиццерии, не было замечено. То есть на завтрак, обед, ужин всем, кто здесь заселяется, нужно будет идти к ресторанам, что достаточно далеко от некоторых корпусов. Под ресепшн на 1-м этаже есть кафетерий с блинами, вафлями, мороженым и сладостями. Работает почти весь день. Пляж у Джангла, Неверленда и Альфлейлы общий и находится в левой части берега братского альбатросовского Дана-Бич. Туда возят трансфер примерно каждые 20 минут с 8 утра до 17 вечера.
Лежаков больше, чем достаточно. Есть спуски в море с пирса. Рядом с берегом мелкота. Видно, как около пирса напротив гости Дана-Бич гуляют по воде пешком. На пляже есть душ, туалеты, кафе с фастфудом. Полотенца нужно привозить с собой. Таулс-центра на берегу не увидели. Для ожидающих обратный автобус столы с лавками под навесом. На вечерние мероприятия после всех дневных прогулок по огромной территории, катания с горок, хождения по ресторанам и поездки на море сил не остается. Идем спать.